Здравствуйте. Китайская люстра с пультом. Я ее уже как-то ремонтировал года 3 назад. Тогда заменил все патроны лампочек. Теперь проблема в том, что частично не включаются лампочки. Подсоединил шнур с вилкой, так как нету пульта. И чтобы проверить, включаем попеременно розетку. Первое включение. Слышен щелчок, ничего не происходит. Второе. Загорелась часть лампочек. Третье. Те же лампочки и включились светодиоды. Четвертое. Ничего не происходит. И так по кругу. Так как я отремонтировал таких подобных люстр не один десяток, я уже предварительно знаю, в чем может быть дело. Сейчас мы ее перевернем и будем разбираться. Перевернули и видим на первый взгляд страшную картину из непонятных коробочек и переплетения проводов. Вначале нужно определиться в назначении коробочек. Смотрим, куда у нас приходит питание. И это будет блок управления, который связан с пультом. Он производит переключение на все остальные блоки. Так как мы слышали щелчки и включение отдельных элементов, то можно предположить, что он исправен. Для того, чтобы убедиться в его полной работоспособности, я воспользуюсь вот таким бесконтактным индикатором. Включаю вилку в розетку. И нужно вилку воткнуть таким образом, чтобы фаза была на красном проводе. И смотрим, что у нас на выходе. Сейчас включен один канал, синий провод. Передергиваем вилку. Появилось напряжение на белом. Сейчас работают два канала. Еще раз. Сейчас три выхода. Люстра включена полностью. И опять по кругу напряжение только на синем. Но если был бы пульт, можно было бы включать это попеременно или все сразу. Еще на блоке есть проводок, который никуда не подключен. Это антенка. Проверять можно как тестером, так же и контрольной лампой. Мне просто так удобнее, чтобы не разбирать провода,
и не снимать изоляцию. Ну и еще важно, перед тем как включать галогенные лампочки, они нагреваются мгновенно, обезопасить, чтобы ничего не пропалить. Я вот подложил деревяшку. Далее включил вариант, когда на выходе у нас запитан синий провод и ничего не светится. Смотрим, куда он идет. Идет он вот на эту скрутку. Смотрим, куда идет красный провод. Приходит он вот на этот блок. Это блок питания галогенных ламп, точнее понижающий электронный трансформатор, так как на выходе тут переменное напряжение. Значит, он неисправен. Далее включаем второй вариант, когда у нас запитан еще и белый провод. И смотрим, куда идет он. А он приходит вот на эту скрутку и запитывает большой трансформатор на 160 Вт и второй маленький. Теперь нужно определиться, который из них неисправен. Для этого можем рассоединить. Предварительно я отключил вилку. И попеременно подключим и увидим, в каком варианте будут загораться лампочки. Итак, белый провод соединяем вначале с красным. И подключаем розетку. Ничего не происходит. Лампочки не загораются, только светодиоды. Отсюда делаем вывод, что второй маленький блок тоже неисправен. Для проверки соединим его с большим блоком. И включаем. Лампочки загораются, значит, этот блок исправен. Были у меня случаи, что блоки были исправны, а дело было в подгоревших соединениях. То есть надо внимательно осмотреть все скрутки. Ну, здесь это не тот вариант, потому как если бы что-то подгорало, это было бы заметно. Выглядеть все эти блоки могут по-разному, в зависимости от производителя. В частности, блок управления не такой, как на большинстве таких подобных светильников. Ну и, соответственно, и трансформаторы, и блок светодиодов могут отличаться. В большинстве случаев трансформаторы выходят из строя из-за установки лампочек повышенной мощности. То есть вместо рассчитанных 20 Вт ставят лампочки, чтобы было поярче, на 35 Вт. Трансформаторы перегреваются и выходят из строя.
Китайцы, как правило, запас по мощности не предусматривают. Устанавливать вместо галогенок светодиодные лампочки тоже проблематично, так как не каждый из них корректно работает. Надо подбирать на пробу. Ну, еще есть вариант переделать под лампочки 220 вольт светодиодные. То есть убрать все трансформаторы и подключить напрямую 220. Ну, себе бы я, может, так и сделал. Но людям как бы не решаюсь, потому что проводочки там тоненькие, везде изгибы, где-то может и коротнуть. Если у себя, так не так страшно. Стоит тут в сумме 15 лампочек, на каждый блок по 5 лампочек. Третий стоял такой же, я его уже менял, поставил большей мощности, потому он еще и рабочий. Если лампочки будут по 20 ватт, то все должно без проблем работать. На замену поставлю из своих запасов, так как ремонтом заниматься некогда. Вообще их можно ремонтировать. Как правило, выходит из строя выходной транзистор. Укладывать блоки нужно так, чтобы не перекрыть монтажные отверстия. В итоге вышло вот так. После установки лампочек обнаружилось, что не работает еще 6 светодиодов. Лампочки все светятся. Светодиоды проверил методом перестановки заведомо рабочего на неисправный. Вынимаются они с патрончика. И ставить нужно, соблюдая полярность. Заменил перегоревшие светодиоды. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.